Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. У Чангука свой способ признаваться в любви Тэхёну. Самый откровенный и трогательный. Девятое место. Чувство можно передать не только словами. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Бегу на особом счету. Друзья или нечто большее?». Разбираем загадочные фотополоски. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Я просто хочу напомнить об этом. Седьмое место. Любовь – это не иметь никаких тайн. Шестое место. Поведение пары. Их взгляды полные любви. Сперва накрыл, потом уснул рядом. Пятое место. Тэхён – причина его яркой и счастливой улыбки.
4 место. Забота. То, как Тэхён поддерживает своего крольчонка. Третье место. Новости. Минутка гордости. Крупнейшая музыкальная компания в мире, Universal Music Group, в своем последнем финансовом отчете сообщила о сильном росте доходов, отметив Чангука как единственного сольного исполнителя К-поп среди лидеров продаж в мире, подчеркнув, что он вошел в число их бестселлеров 2023 года, наряду с западными музыкальными гигантами, как Тейлор Свифт и Дрейк. Чангук вновь продемонстрировал свое влияние и силу в музыкальной индустрии. Сегодня день горячего Тэхёна, поджигаю вас еще разок, горите и наслаждайтесь. Когда спросили, как тебе живется с Тэхёном. Специальное мероприятие для фанатов Джина. Вы приглашены на романтическое фан-мероприятие, которое состоится в кинотеатре в честь выхода второго сольного альбома Джина «Экоум». Место проведения будет подготовлено как особое пространство для ARMY. Также будет проведен хай-тач с Джином с 1000 фанатами, победившими в розыгрыше. Участвовать в розыгрыше могут фанаты, купившие альбом «Экоум». Момент, когда Чангуку мешала цепочка во время танца, и он просто ее сорвал. Горячо? Еще как. Чанука упомянули в выпуске Jetpack News. Верно. Я тоже купил периловое масло, увидев рецепт макуксу с периловым маслом от Чангука, и я завидую солдатам 5-й дивизии. Разве не здорово иметь самого известного в мире певца в качестве повара? Сидит чудо, красоту создает, и не понимает, что самое красивое – это он сам. Некоторые комментарии о Тэхёне к видео, отзыв о BTS в реальной жизни от сотрудника.
Тэхён был действительно красив, как я и думала. Его черты лица были очень четкими, он был как живая скульптура. В нем сочетались черты айдола, актера, Востока и Запада. Я молча смотрела на него, потому что думала, что никогда больше не увижу такого лица. Когда Тэхён смотрел на фанатов, они затихали на каждый момент, вместо того, чтобы кричать. Затем они начали шептать. Я просто не чувствовала, что нахожусь в одном пространстве с ним. Где бы он ни родился, он стал бы знаменитостью. Даже если бы он жил в горах, весь в угольной пыли, его бы выбрали. Его лицо было идеальным, как в принца, но он был похож на любопытного 7-летнего короля. Он постоянно озирался, громко смеялся, много говорил. Ему было любопытно все: шляпа Намджуна, его одежда, пространство вокруг сцены и фанаты. Все было для него раем любопытства. Он мило, Эйджио, обратился к Намджуну, как сын, и даже сказал, что хочет надеть его шляпу, но Намджун все тепло принял. Когда Намджун был с Тэхёном, у него было лицо отца-борца за независимость, но он относился к нему, Тэхёну, с выражением ангельской матери и медом, капающим из его глаз. Поэтому он, Тэхён, выглядел как единственный сын богатой семьи, выросший в огромной любви. Затем он внезапно повернул голову, окинул взглядом фанатов и начал задавать вопросы. Он был как ребенок, задающий по 10 вопросов в минуту. Его нос был невероятен. Почему его нос начинается со лба? Подумала я. Я даже не чувствовала зависти, а скорее благоговейный трепет. Он был шедевром, созданным Богом с предвзятостью. У него был яркий и невинный взгляд и резное лицо. Более крупное телосложение, чем я думала, мужественный голос, и он ни разу не ошибся в пении, хореографии или движениях. Все это меня удивило. Я видела его лично, на VIP-месте, на концерте Птиди и на публичной трансляции СБС. Концерт Птиди был первым разом, когда я видела его лично. Я была так потрясена, когда впервые увидела Тэхёна лично во время саундчека. Во время шоу СБС, после его окончания, Джин и Тэхён спустились недалеко от моего места. Вау, моя челюсть буквально отвисла. Это был мой второй раз, когда я видела Тэхёна лично, поэтому я не была так удивлена, как раньше, но человек, сидевший рядом со мной, чуть не упал в обморок. Наши места были прямо у прохода. Я мог видеть его примерно с расстояния 2 метров. Тэхён в жизни лучший. Это действительно удивительно, когда кто-то видит его впервые. Камера не может передать трехмерность его настоящего облика. Я чуть не потеряла сознание, когда увидела Тэхёна. Камера не может передать трехмерность его лица. Он был просто 3D сам по себе. Его черты лица не были похожи на черты лица корейца. У него очень высокий нос, а глаза большие, которые словно поглощают меня. Я была так потрясена, увидев его вживую, что некоторое время не могла понять, реальность это или воображение. Удивительный человек, который сможет согреть в непогоду, поднять настроение, когда все плохо, успокоить тревоги, мотивировать быть лучше, придать сил, сделать следующий шаг. Он настоящий подарок от жизни всем, кто в нем нуждается. Любимый огромной частью мира. Легенда. Согласно отчету американского издания, Тэхён и его друзья Вуга Скуот, Пак Саджун, Чхвеушик и Пак Хёншик были отмечены в гонконгском журнале «Эль» как занявшие первые места в списке самых красивых корейских актеров 2025 года. Талантливые друзья Вуга – самые красивые актеры. Любовь не спрячешь за масками, ее видно в мелочах, в касаниях, во взглядах. Любовь невозможно поделать. Когда она появляется,
она заполняет всего тебя. Корейские фанаты Чанука украсили каждое капрал-такси, которое есть на улицах Янчхона, Кёнгидо, район, где он служит, рекламой с надписью «Золотое возвращение Чангука, пора снова взлететь». Это первый запуск проектов, которые отпразднуют его грандиозное возвращение как в районе, где он зачислен, так и в Сеуле. Автор фан-база корейских фанатов Чангука. Масштабная кампания, которая будет отмечать его увольнение из армии до 30 июня. А помните, как 2 года назад Чангука стал вирусным, когда приготовил макбуксу с периловым маслом и поделился своим рецептом, который позже опубликовал на Вевос? Огромное количество людей попробовали и полюбили этот рецепт. В ожидании актера Ким Тэ-хёна. «Я хочу снова сниматься после 30 лет». Тэ-хён занял первое место в рейтинге японских СМИ «Идолы Корор», ожидающие появления в дорамах. Тэ-хён поднялся на вершину списка «Идолы Крор», ожидающие появления в дорамах, блистая популярностью. Тэ-хён занял первое место в опросе, проведенном японским медиа Данме на тему «Идолы Крор», ожидающие появления в дорамах, что отражает ожидания от актерской игры Тэ-хёна. СМИ выбрали в качестве кандидатов 21 айдола Крор, которые снимались в дорамах более года назад, и провели голосование на тему «Я скучаю по его игре и хочу снова увидеть его на сцене после долгого перерыва». Тэ-хён появился в драме «Кбиз» 2016 года «Хваран». «Хваран» был поставлен как пьеса развлекательной компании Avex Pictures в Японии в начале этого года и стал горячей темой. «Хваран» стабильно транслируется по всему миру через платформы, такие как Netflix, и телевидение, способствуя росту популярности корейских дорам. Пока съемки дорамы были в самом разгаре, Тэ-хён также работал над графиком азиатского тура BTS 2016 BTS Live Hwainjanhwa On Stage, эпилог Asia Tour. Из-за плотного графика, не оставляющего времени на еду, ему, к сожалению, пришлось покинуть шоу в середине, но он оставил свой след как актер. Хотя Тэ-хён никогда официально не обучался актерскому мастерству, он прекрасно сыграл роль самого младшего Хварана, Хан Сона, объявив о рождении кумира актерского мастерства. Режиссер, продюсера и съемочная группа Хварана высоко оценили природную чувствительность и уникальную личность Тэ-хёна и даже выразили свою особую привязанность к нему, сказав: «Он прекрасный человек с большой энергией, поэтому все влюбились в Тэ-хёна». Несмотря на то, что Тэ-хён появился всего в одной дораме, поклонники ждали его игры на протяжении 10 лет. Поскольку деятельность Тэ-хёна в составе группы имеет для него приоритет, он получил множество предложений от различных агентств, но отклонил их. Однако он ясно дал понять, что в будущем будет действовать. В числе своих любимых фильмов Тэ-хёна называет крутые фильмы, такие как «Бешеные псы» Квентина Тарантино и «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Капры, известного как «Отец Нуара». Он также проявил выдающийся талант в комедийном жанре, раскрыв свой безграничный потенциал как актера. Страсть Тэ-хёна к актерскому мастерству столь же сильна, как и поток любви,
которую он получает от режиссеров на родине и за рубежом. Юн Сон Сик, режиссер драмы «Хваран», сказал: «Я влюбился в Тэхёна с первого взгляда», а режиссер и актер Макс Мингела сказал в интервью МТВ: «Мне нравится Тэхён». Режиссер Ксавье Далан, обладатель гран-при жюри Каннского кинофестиваля, также назвал Тэхёна корейским художником, с которым мне бы хотелось поработать. Режиссер фильма «Внутренняя красота» Пэк Джон Ель уже давно с интересом наблюдает за Тэхёном с тех пор, как увидел его в фильме «Ветер» на развлекательном шоу. В интервью журналу Rolling Stone Тэхён сказал: «Я хотел бы снова попробовать себя в качестве актера после того, как мне исполнится 30, и многие фанаты и продюсерские компании считают дни до наступления эры актера Ким Тэхёна». Энпанман создана для игривых взаимодействий на сцене, чтобы быть ближе. Импровизации, игривые и спонтанные, в некоторых фанкамах можно увидеть, как Тэхён подмигивает Чангуку. В каждом выступлении они добавляют что-то новенькое на радость публики. Им не стыдно. Поклонник посетил выставку Чангука в Нью-Йорке и обнаружил пустые полки с мерчем. Все товары проданы, за исключением пополнившихся запасов духов. Вопрос к компании: вам не стыдно так недооценивать своего артиста? Многие фанаты приехали на выставку издалека, в надежде увидеть и купить на память эксклюзив от Чангука, но вместо этого получили разочарование. Очень атмосферный момент с расслабленным Чануком, то, что нужно после работы вечером. «14 лет с момента, как хайп открыли Чангука». В 2011 году, после его участия в региональных прослушиваниях для шоу «Суперстар Кей». С тех пор Чангук стал ведущей фигурой в мировой музыкальной индустрии, установив множество рекордов как сольный артист. Его сольный сингл «Seven» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Hot 100, а он сам стал первым корейским сольным артистом, выступившим на сцене чемпионата мира по футболу FIFA с песней Dreamers в 2022 году. Чангук, дебютировавший с BTS 13 июня 2013 года в составе альбома «2 Cool 4 School», является самым молодым участником группы Макне и ее ведущим вокалистом. Его называют «Золотым Макне» за универсальность и выдающиеся таланты в пении, танцах, рэпе, продюсировании и даже режиссуре видео. Фанаты активно отмечали годовщину в социальных сетях, восхищаясь его карьерным ростом. Нет азиатского солиста, который был бы так же велик и популярен, как Чангук. Настоящий король кей-поп. 14 лет назад его заметили, а теперь он задает стандарты, которых другим сложно достичь. Видеть, как он растет, наполняет мое сердце гордостью. Ну, хороший вид, да. И только не говорите, что ваше сердце не замирает, когда Чангук делает так.
Как же я скучаю по его стилю и его уникальности. Чангук в красном. Все еще восхищаюсь стилем Тэхёна. Это рубашка такого потрясающего цвета. Да, мы называем это парными тапочками. Мужчина, написанный женщиной. Селфи Чангука в зеркале. Если бы комфорт был человеком. Этот эффект Тэхёна на Чангука. Второе место. Это так интимно. Просто посмотрите, как Тэхён смотрит на Чангука. Да, возможно, это все наши фантазии, но во мне кажется, что этот взгляд говорит: да, это мой мальчик. Уютное и безопасное место друг для друга. Первое место. Когда это не фан-сервис.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.